Друзья, всем привет, на связи Киев, Украина, конец января, ролик такого, можно сказать, серьезного довольно, но развлекательного характера. Как сделать так, чтобы у вас гарантированно переехала машина, неважно кто вы, пешеход, моноколесник, самокатчик или велосипедист, все мы переходим рано или поздно дорогу. Погнали! Первый пункт. Выполняйте его 30 раз в месяц, по несколько раз в день, и у вас гарантированно переедет машина. Перебегайте дорогу. Можно не перебегать, но двигаться очень быстро. Человек-молния. Желательно в этом случае еще добавлять скрытые зебры, да, когда перед зеброй стоит какой-то фургон, бусик или автомобиль, и вас, как пешехода, не видно. Это вообще бинго. Второй пункт, который вы можете выполнять тоже несколько раз в месяц, и тоже гарантированно вы будете переехать машиной. Но в этом случае вы переходите обязательно, исключительно только перед фурой. Желательно, чтобы эта фура уже стояла перед зеброй, уже стояла перед нерегулируемым, допустим, перекрестком там, или каким-то пешеходным переходом. Желательно, чтобы это была огромная фура, чтобы обзор у нее был только на 100 метров вперед, и водитель не мог видеть, что там находится перед собой. И в момент, вот, когда она уже начинает трогаться, вы начинаете переходить. Никак иначе. Переходим только перед фурами. Выбираем пешеходные переходы, где много передвигаются фур, грузовиков, контейнеровозов, бетономешалок, и стараемся переходить исключительно перед ними. Если их нету, стоим, ждем, переходим. Следующий, третий пункт, который тоже поможет всем нам быть задавленным автомобилем, это дергаться на пешеходном переходе. Ну, что это значит? Это значит, вы начинаете двигаться, видите, что вас автомобиль пропускает, нам это не подходит. Мы останавливаемся, мы пропускаем его. Как только он начинает ехать, первые свои сантиметры, мы снова начинаем двигаться, снова начинаем дергаться. Видим, что он останавливается, снова останавливаемся. И так может доходить до 5, до 10 раз. И в тот момент, когда ему уже плевать на вас, и он начинает двигаться, вот в этот момент мы начинаем переходить. То есть дергаемся и ждем, когда наконец-то нас задавят. Следующий, четвертый пункт. Переходим дорогу только в темное время суток. Все свои дела, все свои передвижения по городу, пешечные передвижения по городу переносим на вторую половину дня и желательно на зимнее время года. То есть все глобальные какие-то дела, которые можно делать летом, осенью или весной, переносим на зиму. Все дела, которые можно сделать в первой половине дня, переносим во вторую, когда начинает темнеть и смеркаться. Именно в темное время суток вероятность быть задавленным автомобилем намного повышается. Используем это с делом. При этом желательно и обязательно ни в коем случае никогда не обвешивать себя какими-то светоотражающими, световидбивными какими-то ленточками, фонариками, стоп-сигналами, шапочками, светоотражайками. Ни в коем случае, не дай бог, вас на пешеходном переходе кто-то с этими ленточками из автомобилистов увидит. Пятый пункт. Обязательно, возвращаясь с работы в общественном транспорте, в троллейбусе, в автобусе, в трамвае, никогда не переходим по пешеходному переходу, даже если он находится в 30, 40 или в 50 метров. Кто мы такие, чтобы ходить? Мы вышли с троллейбуса и идем всегда по кратчайшему маршруту. Вышли с двери и вот так вот и двигаемся дальше, не поворачивая ни налево, не поворачивая ни направо на пешеходный переход. Потому что лишние 30, 40, 50 метров, которые нужно до него перейти, это ценность, это ценные 10-15 секунд нашего дорогостоящего времени. То есть всегда переходим вне перекрестка. Это же касается моноколес, это же касается велосипедистов, которые едут, которым нужно на противоположную сторону дороги, которым лень крутить 2-3 раза лишний раз педали, и которые переходят тут, где и остановились. Шестой пункт. Всегда выбираем те дороги от 2 и больше полос. Всегда переходим там, где много полос.
Там вероятность быть сбитым автомобилем увеличивается в геометрической прогрессии. Почему? Объясняю. Во-первых, потому что каждая следующая полоса движется пропорционально быстрее скорости первой полосе. А во-вторых, потому что даже если это какая-то пробка, даже если это какая-то тянучка, и даже если вы переходите по пешеходному переходу через эти, допустим, 3 полосы, да, или 2 полосы, то всегда есть вероятность, если первая полоса вас видит и пропускает, то переходя через первую и далее через вторую полосу, автомобиль, который движется по второй полосе на скорости, может вас не увидеть. А это как раз нам и нужно для того, чтобы быть сбитым автомобилем. Поэтому еще раз, выбираем пешеходные переходы на дорогах с 2 и более полосами. 7-й пункт. Переходим дорогу всегда на последнюю секунду светофора. То есть даже если мы подошли к светофору, на котором там условно пешеходный светофор, на котором 20 секунд, не переходим, не торопимся, стоим, ждем, курим, смотрим в телефон, смотрим погоду, смотрим на людей. И когда на нем уже остается 1, 2, максимум 3 секунды вашего зеленого света, вот тогда начинаем переходить. Зачем? Для того, чтобы встать на дорогу, встать на пешеходный переход как раз в эти последние секунды. Чтобы, переходя дорогу на последние секунды, была большая вероятность, что автомобиль, который из-за 200 метров, из-за 100 метров летит на скорости 60-100 км в час и уже видит, что ему красный сигнал светофора уже переключается на зеленый, а вам, соответственно, зеленый на красный, он, не сбавляя скорости, может переехать, снести вас на этом же переходе, где вы якобы завершаете движение по нему. То есть, еще раз, переходим пешеходный переход в последнюю секунду горящего для вас зеленого сигнала светофора. Следующий пункт. Никогда не смотри по сторонам. Это важно. Это важно как для двухстороннего движения, так и для одностороннего. То есть даже если в твоем дворе, на твоей улице одностороннее движение, да, то есть вы выходите там из дома и привыкли к тому, что машины двигаются слева направо. Никогда не смотри направо. Потому что те люди, которые все-таки выезжают против шерсти, у них есть вероятность вас снести. Если говорить про обычное городское движение, про обычный городской трафик, то же самая рекомендация. Никогда не смотри по сторонам, никогда не смотри налево, даже если ты переходишь на свой законный зеленый свет светофора. Почему? Потому что вдруг там едет скорая, вдруг там едет полиция, вдруг там едет пожарная, которой нужно пропустить. Вот чтобы такого не было, лучше просто закрыться, лучше просто, переходя дорогу, смотреть в телефон или просто отвернуться вправо или вверх, не поворачивая голову налево. В этом случае вероятность быть сбитым растет. И завершающий пункт: если ты райдер, если ты самокатчик, моноколесник, велосипедист, бобслеист какой-нибудь, то никогда, ни при каких условиях не спешивайся на зебре. Неважно, какая это зебра с регулируемым светофором, да, там зеленым, или нерегулируемым, никогда не спешивайся. Почему это важно? Потому что ваша скорость, да, для передвижения на том же моноколесе или самокате или на велосипеде, она всегда выше, а нам как раз это и нужно. Нам нужен момент внезапности для автомобилей, чтобы, выезжая, выбегая, выпрыгивая, выскакивая с тротуара на моноколесе или на велосипеде, для автомобилиста это был момент проверки его тормозной системы. Ее ж нужно тоже часто проверять. Вот для этого и существует как раз легкий персональный транспорт, чтобы телепортироваться с одной стороны дороги на другую по щелчку пальца. Скорость — наше все. Друзья, вот такие вот у нас вредные советы. Выполняйте их и обязательно будете задавлены автомобилем. Не сегодня, так завтра. Если ролик зашел, палец вверх, коммент, фидбэк для поддержки канала, ну и подписка, если вы до сих пор не с нами. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.